Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 4 мая, поговорим о народных приметах, поговорим о том, что ни в коем случае нельзя сегодня делать и, конечно же, как всегда, уделим внимание лунному календарю. Итак, 4 мая отмечается народный праздник Проклов день. И считается, что именно в это время нужно бороться с нечистью и темными силами. А боролись наши предки вот так. Чтобы отогнать незваных гостей, нужно во дворе своего дома было повернуться на запад и сказать: «Уходи, нечисть, прочь». Обязательно 4 мая проведите эту практику. А вот согласно церковному календарю, верующие чтят память сегодня, 4 мая, святого мученика Инаурия, епископа, а с ним и мучеников Прокула, Сосия и Фавста, а также Десидерия, Евтихия и Акутиона. Согласно истории, святой Инаурий еще в раннем возрасте принял христианство. Вскоре после этого достиг звания епископа и имел возможность совершать литургию. Одним прекрасным днем Иануария арестовали вместе с его напарниками. Их пытались сжечь и скормить зверям, но из-за силы Божьей у них ничего не выходило. В итоге император Диоклетиан приказал избавиться от них любой ценой, и их обезглавили. В народе этот день получил как День Прокла или День проклятия нечистой силы. Имя Прокла было выбрано христианами не случайно. Во-первых, такого имени среди христиан ни у кого не было, а во-вторых, оно было очень созвучно со словом «проклятие». В этот день все старались проклинать нечистую силу. Старики и знахари становились у края деревни, лицом к западу, говорили разные слова и произносили заклинания. После такого обряда люди твердо верили, что нечисть должна уйти, а злые силы их оставят уж точно до конца весны. Девочки молодые, в свою очередь, занимались своими делами. Они развлекались, пели песенки и водили хороводы вокруг яблонь и груш, а также танцевали различные танцы. Время было чудесное, погода так и шептала, что нужно гулять и веселиться. Тем более, что сегодня дурным тоном считалась работа в принципе. Этот период был отдыха, танцев и веселья, и назвали это время ляльное время. В эту пору по черемухе можно было определить, какая погода ждала людей летом. Например, если было много цвету на черемухе, то лето будет переменно влажным. А чем раньше дерево начинало зацветать, тем жарче лето ожидалось в родных краях. Также про влажную и дождливую погоду в будущем мог сказать и клен, когда он опушивался раньше березы. А если же происходило все с точностью да наоборот, тогда ждали большой засухи, и людям приходилось набирать и накапливать больше емкости с водой, чтобы полить весь сад и огород. Дождь в этот день был далеко не редкостью, но он также мог и означать разные вещи. Когда он уж шел с высоких туч, сильный и затяжной, то в это время говорили, что земля полностью пропитывалась влагой. Это был идеальный расклад, и в такие моменты люди любили и ценили дождь за то, что он кормит их землю и дает ей возможность жить и не засыхать. С другой стороны, когда шел мелкий и медленный дождь, то ждали затяжного ненастья. На землю, деревню какие-то неприятные погодные катаклизмы или что-то иное. А гулкий первый гром при дожде сулил отличным урожаем хлеба в этом сезоне. Крестьяне ради хорошего и богатого урожая могли сделать абсолютно все. Они обращались за помощью к своему домовому, просили его защитить от сглаза и порчи, а также от злых духов и привидений. Также просьбы были и присмотреть за садом и двором, полить, если растения начнут сохнуть, и просить водички. За животными, если люди не успевали за ними, в общем, за всем тем, что было им дорого и чем они были богаты в хозяйстве.
Для хорошего урожая часто читали определенные слова, пели песни и всячески пытались притянуть как магнитом хороший урожай. Ну а чтобы задобрить или отблагодарить своего домового, предки оставляли еду и угощения на ночь, или когда уходили на улицу и оставляли дом пустой. Пищу было привычно ставить либо на чердак, либо в печь. В этих местах, скорее всего, домовенок находил и съедал вкусности, которые ему оставляли в качестве поощрения. Сегодня категорически запрещено было злиться и ругаться. Такая мера решения вопросов или наоборот уход от них был чреват плохим развитием событий. Первое, что самое важное, данная ссора могла полностью разрушить ваши отношения с данным человеком. А второе, это то, что данный спор на повышенных тонах мог потянуть за собой другие стороны и развернуть куда большую вражду между вами. Поэтому рекомендуем сегодня обходить такого рода разговоры, ситуации и списывать все на то, что кто-то из вас просто встал не с той ноги. И завтра вы все обязательно решите, обговорите и посмеетесь еще с этой ситуации. Но после того, как все дома тщательно взвесите и поймете, как правильно действовать и что говорить. Если же все же случилось так, что ситуация вышла из-под контроля, то ни в коем случае не ругайтесь и не говорите плохих слов. Христиане сегодня строго-настрого запрещали это делать, потому что слова несли в себе негативную силу и энергию, а также приносили вред людям. Обычные слова могут ранить без ножа, как говорили люди, а непристойные так тем более. Когда родители слышали, что их ребенок говорит плохие слова, они приказывали ему немедленно вымыть рот, а некоторые даже с мылом. Поэтому старайтесь сдерживать себя сегодня и в дальнейшем, независимо от праздника. Подумайте трижды, прежде чем сказать что-то человеку, потому как худого слова и медом не запьешь. Сегодня люди старались отдохнуть и не занимались тяжелым физическим трудом. Говорили наши предки, что нужно сегодня хорошенько выспаться, так как в голове надо отдохнуть не только рукам. В связи с этим люди часто выбирались в церковь, старались ходить на главную улицу деревни или городка своего, чтобы посмотреть спектакль какой-то или потанцевать с местным народом и друзьями. Не забывали сегодня и о музыке, которую очень любили крестьяне. Часто на тех самых улицах проводились ярмарки, где люди могли скоротать свое время, найти себе собеседника и провести хорошо свой выходной день в приятной компании. Ну а именинники 4 мая – Александра, Валентин, Денис, Кондрат и Федор. Также обращаем ваше внимание, что сегодня запрещается выпускать скот по двор до полудня. В народе верили, что на Прокла ведьмы колдовали над росой. Также под запретом 4 мая оставлять окна немытыми, иначе счастье обойдет стороной. Также еще раз напоминаем, что нельзя сегодня устраивать ссоры с кем-либо. Спорщикам не только не удастся помириться, но и придется и потерпеть ряд определенных неудач. И не стоит на Прокла ни активно трудиться, ни лениться, иначе придется все дело в итоге заново переделать. Также обращаем ваше внимание. Наши предки говорили о том, что в этот день можно провести один ритуал для того, чтобы жить в мире. Поэтому вам нужно взять веник и мести им, начиная от печки и заканчивая входной дверью. Если вы живете в городе и у вас, соответственно, нет печки, в этом случае считайте от газовой плиты. И далее собранный мусор необходимо будет сжечь, а затем проговорить следующие слова. Все обиды сгорят, к нам их не возвратят. Домового пирогом угощу, все ссоры его выкинуть попрошу. Ты нам, хозяин, помоги, все неприятности из дома унеси. А вот сегодня во время посадки растений на огород наши предки крошили пасхальные яйца, сохраненные специально с этой целью, и говорили следующие слова. «Матушка земля, прими подарок от меня, дарю тебе красную Пасху, прошу, прими мою ласку, а за это мне дай самый богатый
урожай. А вот и при посадке или на семена читали другие слова. Матушка Луна, ты высока и сильна. Находишься высоко, светишь широко, видна далеко. Таким бы сильным и необъятным был бы урожай. Аминь. Поэтому обязательно, если вы садите 4 мая что-либо в землю, обязательно скажите такие магические слова. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 4 мая 2022 года. По лунному календарю нас с вами ждет 4 и 5 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Вы знаете, с наступлением этого дня многие по непонятным причинам теряют покой, сон и аппетит. Внешне ничего не происходит, но внутри человека нарастает тревога. И это связано с двойственностью этого дня. Луна заставляет человека делать серьезный выбор между светлым добром и темным злом. Во-первых, в этот день многим людям приходится принимать очень серьезные, порой даже судьбоносные решения, требующие ответственности. Причем многие решения будут представлять собой мучительный выбор между совестью и личной выгодой. Немногие способны в этот день пойти дорогой правды и справедливости. Во-вторых, в памяти человека оживает прошлое. Но это не светлое прошлое с приятными воспоминаниями, а все те поступки, которые были совершены неправильно, или те, которые неприятным пятном лежат на совести. Они вновь будут терзать человека и не давать ему покоя. Также обращаем внимание, что сегодня идеальный день для ведения повседневных дел. Проведите его, пожалуйста, спокойно, не спеша занимайтесь текущими делами. Работайте с информацией, приведите в порядок бумаги. Включайте сегодня мудрость и осторожность, не принимайте скоропалительных решений и всеми силами избегайте встречи со злом. День эффективен для поиска пропавших вещей и людей. Также хороший день для торговли, но плохой для путешествий. Любая деятельность должна быть сегодня обязательно продумана до мелочей. Что же касательно стрижки волос, то стрижку лучше не делать, иначе она нарушит задуманные деловые и личные планы. Никакие манипуляции с прической не принесут вам удовлетворения. Стрижки будут неудачными, а ламинирование может испортить волосы и даже проредить их. Даже от оздоровительных масок вы не добьетесь должного эффекта и только потратите свое время. Откажитесь от похода в парикмахерскую и особенно от импульсивных действий по изменению внешности. Пренебрегая данными рекомендациями, вы рискуете испортить себе настроение на целый день. Что еще хуже, подвергнуть опасности свое психологическое и физическое здоровье. А вот окраска натуральными красителями укрепит карьеру и даже материальную базу. Приток новых сил прибавит вам простая повседневная прическа. Энергетический обмен прибавляет скорость, и вы сами похожи на мощный передатчик идей в окружающее пространство. Расчесанные утром волосы сваляйте в шарик, затем сожгите его на свечке белого цвета, приговаривая, что упало, то ушло, позабылось, на новое сменилось. Пепел разотрите между пальцами левой руки и 3 раза плюньте через левое плечо. Обращаем ваше особое внимание, что сегодня противопоказана групповая работа. Присутствующая негативная энергия может привести к конфликту и столкновению, поэтому проявите сегодня заботливое отношение и к природе. Не рекомендуется сегодня и рвать цветы, а также рубить деревья. Друзья, вот такой у нас с вами был день 4 мая 2022 года. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал. У нас много полезной, важной, нужной, интересной информации. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое интуитивно вам интереснее. И смотрите, там подсказки от высших сил и Вселенной для вас.